чаще всего применяем эти банки при заболеваниях органов дыхания, таких как пневмония и бронхит. Конечно, если температура высокая, то мы стараемся в остром периоде вообще не ставить банок, а при стихании, при падении температуры можем применять баночный массаж. Итак, первое – это баночный массаж. Как можно делать? Как обычный массаж начинается с поглаживания, для того, чтобы больной настроился на процедуру. Если вы видите, то он должен быть весь прикрыт, тело больного, за исключением той зоны, на которой мы будем работать. Поглаживание к ближайшим лимфатическим узлам. И дальше имеется правило баночного массажа. Если у нас правосторонняя пневмония, то массаж начинается со здоровой стороны. И это правило называется правило восьмерки. Я поставила банку 1 см и рисую там, где есть ребра. Это ниже лопатки, то есть уровень ребра. Если у нас соскальзывает баночка, мы прибавляем масло. Я рисую круг. Восьмерка будет пересекаться на месте позвоночника. Со здоровой стороны я веду такой же круг на больную сторону. Итак, правило восьмерки. Я добавляю масло, растираю всегда масло на руки. И еще раз ставим баночку на здоровую сторону, рисуем круг. Правило восьмерки. Если у больного бронхиальная астма, то можно эти банки ставить стационарно. То есть найти самый выбухающий позвонок у больного, это обычно С7. Посчитать 2 позвонка вниз, первый, второй. И на расстоянии, если пальчик согнуть, средняя фаланга, 1,5 фаланг, мы ставим баночки стационарно. Раз, 2, 4, 6. С другой стороны то же самое. То есть это еще одна разновидность постановки банки. Очень хорошо именно при бронхиальной астме. Это точки, точечный массаж. И оставляем на 1,5 минуты. Аккуратно снимаем. Третья разновидность постановки банок – это просто стационарные банки. Какие здесь особенности? Смущает что? Смущает лопатка, потому что влияние банок здесь рефлекторное, то есть мы хотим через кожу повлиять на легкие. А здесь лопатка большая кость, поэтому, конечно же, на нее просто не рекомендуется ставить. Мы ставим над лопаточную зону, вдоль позвоночника, вокруг лопатки и на зону ребер под лопаткой. Легко. Если вы поставите на лопатку, ничего страшного нет. Вы не сделаете ошибки. Просто как бы, если мы хотим все-таки повлиять на грудную, на легкие, то все-таки ставится не на кость. На самом деле можно. И мы знаем, что существует все-таки несколько механизмов баночного массажа. Кроме рефлекторного, о котором мы с вами говорили, есть еще и механизм градиента давления, чтобы улучшить кровообращение. Бесспорно, мы можем добавить, и даже нужно добавить, банки большого размера. Их тоже можно поставить куда угодно, между мелкими баночками. Могу ее поставить сюда, второй могу поставить. Это совершенно не имеет никакого значения. То есть может вот такая быть картина. Могу я и сюда поставить. То есть это не ошибка, но считается, что все-таки влияние на легкие здесь небольшое. Больная должна быть укрыта и держать такие банки не больше 20 минут. Вот здесь важно. Почему? Потому что эти банки по исследованиям обладают еще и дезинтоксикационным свойством. То есть очень часто, именно если больные страдают пневмонией, бронхитом, идет интоксикация организма, вокруг банок может чесаться. То есть многие больные говорят, у меня чешется на месте банки. На самом деле это не из-за того, что аллергия на банку, а из-за того, что вещества токсические выводятся сейчас из тела больного и оседают на баночке. Поэтому может быть даже ожог химический. Поэтому стационарно банки ставятся
не больше, чем на 20 минут, хотя больные многие просят, чтобы они постояли побольше. И именно поэтому необходимо баночки обрабатывать простым мылом в теплой воде. Ну и дальше, конечно, все то же самое. Чем больше проблемы, тем чернее будут эти пятна. Можете, конечно, и проверять периодически их и снова ставить. И мы знаем, что это говорит всего лишь о том, что больная нуждается в этих банках. Ставить банки, если черные, то, конечно, желательно через день. Хотя можно ставить и каждый день, если вот небольшие. Вот такие методики. Можно, конечно, после того, как мы банки подержали, еще и сделать растирание. Оставить, допустим, одну баночку и сделать растирание, чтобы больная лучше приток, чтобы сюда. Значит, растирание делать сначала вдоль позвоночника, как обычно мы делали массаж грудной клетки. У нее впиталось масло, поэтому я добавляю прямолинейно, зигзаг, спираль, восьмерка здесь. Пошли межреберные промежутки обязательно. Движения широкие, медленные. Можно обработать сначала одну сторону, потом другую. Можно одновременно идти параллельно. Зигзаг. Восьмерка. Вот. Но поскольку это все-таки влияние рефлекторное, мы всегда рекомендуем обрабатывать вот самый выступающий позвонок С7. Его не трогаем, а вокруг него 5-7 раз. А? Вот часовой стрелочек, совершенно верно. Вот такая процедура. То есть разновидностей очень много. Можно, как обычный, отдельный баночный массаж. Больные в это время не ощущают тепла, вот только для того, чтобы она его лучше ощутила, можно еще и растереть. Только для того, чтобы ей было комфортно, потому что растирание уже произошло. Сдвигание. Растирание никогда не делайте быстро, это неправильно. Это кожа. Растерли. Похлопать, чтобы распределить равномерно кровообращение. Не звонко, а глухо. Можно повибрировать, чтобы лучше отходила мокрота. Хорошо. Можно так. И больному даем теплое питье, и он должен отдыхать.